Here I come. Oh, here I come. Всем привет. Я уже несколько раз записывал и видео, и аудио. Привет всем. Я опять записываю видео. Сейчас я надеюсь, что пофиксил звук. Репетировал, а теперь все думают, что ничего не учил. Сидел там как бабуин, красножопый. Твою мать! Привет. Спасибо, что зашли посмотреть. Как вы могли заметить, это не первая попытка записать видео. И, честно говоря, это и не третья попытка записать видео. Но я надеюсь, что на этот раз все вышло гораздо лучше. Я уверен, что у вас возникли закономерные вопросы, а именно, кто я такой, о чем я буду здесь рассказывать и, собственно, почему я должен это рассказывать. Меня зовут Павел Ханкевич, вы на канале Упавший Продакшн. Здесь я буду рассказывать о мире IT, стараясь это делать непринужденно, легко и забавно. По крайней мере, я постараюсь так сделать. У меня больше 4 лет коммерческого опыта, с учетом всех параллельных ролей и того больше. Я понимаю, что звучит не так солидно, но в целом, хотя я не уходил после 9 класса, карьера все равно так уж получилось, что развивалась достаточно стремительно. Я начинал как студент IT-вуза. Затем я стал Java Junior разработчиком. Соответственно, сейчас я уже занимаю должности тимлида на проекте и ресурсного менеджера в компании, в которой я сейчас работаю. В планах этого канала у меня попробовать и ответы на вопросы, и формат интервью. Я бы хотел обозревать книги, которые я читаю, и в том числе я хочу написать проект и показать вам, как я это делаю. Было бы неплохо подключить моих друзей, чтобы они поделились также и своим опытом. Если я вас заинтересовал, я очень надеюсь, что я вас заинтересовал, тогда присаживайтесь поудобнее, и мы будем начинать. Кто я? Парень в бронированном костюме. А снять, кто ты без него? Разработчик, менеджер, тимлид. Такие, кто я такой? Я познакомился с IT, когда поступил в IT-университет. Поступив, я сразу начал интересоваться языком программирования Java. Затем я прошел курсы от 2 компаний и попал на работу только аж на 3-м курсе университета. На первой работе я успел побывать как full-stack разработчик, также одним глазком я посмотрел на Ruby. Но в конечном итоге все-таки первый проект у меня был Java Backend. С первым проектом мне очень сильно повезло. Его надо было писать с нуля. Так я познакомился с full лайфсайклом разработки, от принятия еще самых первых требований кастомера и до выкатывания приложения в сеть с последующей поддержкой. На проекте я был единственным бэкэнд-разработчиком. И так уж получилось, что мне пришлось продумывать и архитектуру базы данных, и считать рейты за клауд для того, чтобы не выбиться из бюджета. В целом, так я и познакомился со всеми ключевыми этапами разработки. У меня была отличная команда, которая уже имела опыт разработки такого рода проектов. И в целом, проблем со взаимодействием между фронтендом, бэкэндом и мобильными устройствами у нас не было. Мы проектировали базу данных и API для взаимодействия вместе, но в любом случае вся ответственность была на мне, и это очень быстро помогло вырасти. Затем я перешел в новую компанию, где я сразу же начал проводить собеседования на стажеров, обучать их, проводить собеседования на джуниоров, обучать их и так далее и тому подобное. Параллельно мне нашли проект. Собственно, туда я заступил как Java Backend разработчик. Обучение это переросло в то, что я стал руководителем по развитию обучения нескольких направлений у нас в Unity. Ну, естественно, оно у нас не так звучит, поэтому не пугайтесь. Направления эти Java, Kotlin и DevOps. Проектная занятость быстро меня привела к тимлидингу, ну а проведение собеседований к ресурсному менеджменту. Конечно же, эти все активности очень-очень тесно связаны, но для упрощения, я думаю, пока стоит оставить вот так. И вот сейчас я счастливый обладатель нескольких команд. Например, на проекте у меня команда состоит как из Java Backend разработчиков, так и из тестировщиков, в том числе автоматизированных. В компании же моя тима состоит из преимущественно Java Backend разработчиков, но с различными специфичными вкусами, которые я все-таки не осуждаю. Кому-то нравится Full Stack, кому-то нравится DevOps, кто-то любит Kotlin. Все находят, чем им заняться и что им интересно. В направлении же Java, DevOps и Kotlin, которые я упоминал, нам помогают люди со всего юнита. What? О чем же я буду говорить? Говорить в основном я планирую об IT-сфере. Но, как я и обещал, я буду стараться делать это в легком, непринужденном формате. Прежде всего, я хочу рассказывать о том, с чем столкнулся, собственно, я сам. Можно сказать, что глава «Кто я» уже ответила о потенциальном содержимом канала. Когда я писал сценарий к этому видео, у меня в голову пришло буквально 4 темы, которые я бы хотел сейчас раскрыть.
Темы же эти – учеба, работа, техническая сфера и управление. Давайте начинать декомпозировать их. Учеба – это вообще бесконечная тема. Работа и карьера. Здесь всегда много вопросов, на которые сложно ответить. Недавно в рамках интервью в компании я отвечал на следующие вопросы, а именно, как я выбирал профессию, что меня привлекло в IT, как не застревать на месте и продолжать развиваться. А вот и статья с пафосным названием «Как раскрутить свою карьеру до максимальной скорости». В рамках данной статьи я ответил на вопросы, которые только что упоминал. Лена тоже ответила на эти вопросы, и, как я считаю, у нее получилось очень даже хорошо. Лера со своего опыта рекрутинга поделилась своим мнением об уровне кандидатов. А если вам интересны наши ответы и данная статья, то ссылка будет в описании к видео. Вы спросите, зачем же тогда это видео? Ведь эти вопросы уже получили свои закономерные ответы. На самом деле, такого рода вопросов их намного-намного больше. И ответы в зависимости от человека разнятся. Кроме того, даже мои ответы на эти вопросы, как я считаю, все-таки требуют небольшого пояснения. Что же с техническими темами? Как я уже и упоминал, я Java backend разработчик с небольшим опытом DevOps. Я обладаю знаниями в сферах клауд-решений, инфраструктуры и архитектур проектов. Естественно, на эти темы, как всегда, есть очень много материалов. Но я понимаю, что не у всех и не всегда есть время для того, чтобы со всеми ими ознакомливаться. Я бы хотел отфильтровать и немножечко переработать эти материалы для вас. Я бы хотел рассказать про эти темы, с чем столкнулся я, как я, собственно, это вижу. Я бы хотел познакомить вас с полным циклом разработки. И не только познакомить и рассказать, но и показать, как это делается. Я думаю, что многие хотят разместить свое творение в сети, чтобы на него обратили внимание люди. Возможно, купили, и вы заработали немножечко денежек. Ну и, конечно же, это просто интересно. Но до и после есть множество нюансов, на которые я бы хотел обратить ваше внимание и показать. Ну и последнее, но не менее важная, как я считаю, тема – управление. Здесь очень много ролей. Кто такой лид? Отличается ли техлид от тимлида тем, что тимлид он покупает сырки в офис, а техлид, ну это технический человек. А менеджер? Так много ролей и так много обязанностей. Здесь путаются даже люди, которые занимают эти должности. Вот взять того же менеджера. Их бывает очень большое множество разных цветов и оттенков. Есть офис-менеджер, есть менеджер проекта, есть менеджер в команде, есть менеджер в компании, есть delivery менеджер. Кто эти люди и чем они занимаются? Это далеко не полный список. Так чем же они занимаются? Ответить на данный вопрос в рамках этого видео я не считаю возможным. Оценка задач, проведение вантуанов, построение каких-то процессов разработки, документирование, тестирование. Надо следить за этим всем. Это лишь маленький-маленький перечень того, чем занимается тимлид, и в частности занимаюсь я на проекте. Я бы хотел постепенно пролить свет на роли, обязанности и церемонии, которые присущи IT-сфере. Я подумываю написать книгу. Или, ну, знаешь, что-то вроде мемуаров. Мемуары это, конечно же, прекрасно, но, естественно, нет. Не это сподвигло меня создать канал. Тогда что же? Я уже какое-то время работаю как менеджер. Это подразумевает под собой составление процессов, обучение людей этим процессам. Надо, естественно, следить, чтобы эти процессы все-таки выполнялись. Как этого достичь? Сначала нужно собрать данные, затем составить процессы, исходя из этих данных, затем обучить людей. Собственно, то, что я уже и сказал. И так по кругу, до бесконечности. Сейчас я в очередном таком цикле, и я понял, что я могу, но что более важно, хочу это сделать и рассказать не только своим ребятам, с которыми я работаю в компании, но и всем вам. И это, естественно, значит, что я не всезнайка, я не имею ответа на все вопросы. Но я думаю, что когда я буду готовиться к очередному видео, я буду лучше погружаться в тему, для того, чтобы сделать для вас более качественный материал. От этого все выиграют. Я расскажу вам то, что я все-таки узнал, и, собственно, сам я получу знания, которые я очень сильно люблю. Я хочу делиться своими знаниями и своим опытом, также глубже разбираться в материале перед публикацией видео. Для этого я планирую общаться с коллегами и своими друзьями, для того, чтобы получать наиболее релевантную информацию и затем ее распространять. Чему мы научились, Палмер? Не знаю, сэр. Я тоже не знаю.
Напоследок я бы еще хотел сказать, почему вам, собственно, стоит это смотреть. Я понимаю, насколько туманно будущее, когда ты в каком-то деле новичок. Студент не знает, интересно ли ему это, и стоит вообще этим продолжать заниматься. Человек без профильного образования, получится ли у него войти в IT. Джуниор не знает, что учить, на чем делать акцент. Он и так овертаймит по выходным. У него нет времени для того, чтобы прочитать все и вся. Мидл думает, стоит ли продолжать углублять свои знания в том, в чем он выбрал, или все-таки full stack. Милорд не понимает, что есть Милорд и Милорд ли он. Менеджер, как только становится менеджером, становится в том числе и джуниором. В сфере, которая для него была знакома, но кардинально поменялась сейчас. Научились больше этого не делать. Да, сэр. И еще бы знать, что мы сделали. Да, сэр, это сложно сказать. В истории с ролями, как и со многими другими в IT-сфере, это есть не что иное, как шарада, головокружительная, обманчивая и неоднозначная, которую, я уверен, что вместе мы сможем постичь. Вот упомянутые мной тимлид и техлид. В чем же между ними разница? Если они оба есть на проекте, почему от тимлида ожидают большего технического погружения, чем от техлида? Лично я сталкиваюсь с этим повсеместно. При всем при этом я тоже однажды рекрутера HR назвал. Стоит расставить все на свои места, ответить на эти и другие вопросы. Я ни хрена не понимаю. А если вы хотите все-таки научиться что-то делать, узнать, что не стоит делать, и узнать, что делать стоит, тогда подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки. И спасибо большое за просмотр, хорошего вам дня. Я думаю, это вполне тянет на шедевр.